Приветствую, выпускники Колыбели-9. Вы в региональном... Ошибка. Обнаружен несанкционированный доступ. О, звучит как-то нехорошо. Это был тот дух? Минерва? Нет, вряд ли. Уж точно не она сама. Внимание! Весь персонал должен покинуть комплекс. Немедленно. Что-то нас сюда не пускает. Что это было за место? Ты такое уже видела? Нет. Смотри, вон там наш выход. Ошибка. Несанкционированный доступ. Запущен процесс изоляции. Нет. Что происходит? Ну, хоть аварийный свет горит. Что это было? Минерва точно здесь. И кажется, она не желает нас пускать. Я пойду на разведку. Поищу для нас вход. Может, нам пойти с тобой? Нет, Минерва может быть опасна. Нужно действовать аккуратно. Ясно. Если что, позови нас. Так, надо понять, где прячется Минерва. Попробую получить доступ к системам комплекса. Заперто. Тревога. Доступ запрещен. Тебе здесь не место. Ну уж нет. От меня так просто не отделаешься, Минерва. Попробуй открыть эту штуку. Посмотрим, что там. Сверху дует ветер. Возможно, выход там. Похоже, еще одна часть комплекса. Дверь заперта. Вот я и выбралась. Теперь надо попасть назад в комплекс. Еще немного. Если я уговорю Минерву, то смогу объединить их с Геей. Верну ее домой. Тогда мы сможем бороться с порчей, с бурями. И, может, она даже поможет понять, кто напал на меня в той лаборатории. Почему с ними был клон Элизабет? И зачем им копии Геи?
Ага, еще одна шахта. Так, теперь надо как-то подключиться к этому месту. Кажется, это какой-то купол. Интересно, для чего? Тревога! Ядро системы под угрозой! Нет! Минерва! Мне нужна консоль. Прошу. Доступ запрещен. Раньше все было иначе. Ты помнишь это? Что-нибудь? Ты была частью большего плана. Прекрасного. Гей. Все так. Ее можно оживить. Но ты должна мне помочь. Без тебя ее не перезапустить. А я исчезну. Я думаю, ты сольешься с ней. Станешь ее частью. Как было раньше. Страдания исчезнут. Да. Спасибо. Спасибо, Минерва. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Идет восстановление кода функции Минерва. Хотите запустить эгоистическую матрицу? Ну что ж. Гея. Здравствуйте, доктор Собек. Сейчас. Получаю данные. Так значит, Элой, не Элизабет. Нам нужно многое обсудить. Но запуск моей эвристической матрицы продлится еще несколько минут. А пока предлагаю тебе ознакомиться с этим объектом. Он подойдет для организации штаба. И ты сможешь использовать оборудование для улучшения навыков перехвата машин. Да. Да, звучит неплохо. Дать доступ твоим спутникам. Они скоро будут здесь.
Ладно, но не перепугай их, хорошо? У них мало опыта в таких вещах, как... ну, ты. Ого. Так ты нашла ее. Да, она настоящая. Варл, Зо. Это Гея. Привет. 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 Гея пока пробуждается. Давайте осмотримся. Я внесу расположение лаборатории в твой визор. Я установила связь между вашими визорами. Вы можете общаться на расстоянии. Спасибо. А что это было за место? Региональный центр управления. Отсюда люди Нового Рассвета должны были управлять терраформированием региона. А тут что? Здесь планировалось проводить совещание сотрудников Центра управления. Так это что? Лаборатория? Исследовательский комплекс. Часть данных о машинах, что ты нашла внизу в ремонтном зале, повреждена. Терминал в этом зале покажет, как восстановить их и завершить перехват. Я посмотрю. Для починки блокираторов нужны данные о деталях машин. Мой запуск завершен. Можешь продолжать изучение комплекса, Элой. Когда будешь готова, зайди в зал управления. Нужно многое обсудить. Это что, кабинет? Верно. Здесь должен был находиться терминал обучения продвинутым методом терраформирования. К сожалению, обучающие модули были удалены вместе с базой данных Аполлона. Очень жаль. А это что за место? Это помещение — спальная зона для сотрудников Центра. Напоминает домик, где претенденты проводили ночь перед Здесь инициацией. планировалось проводить совещание сотрудников Центра управления. Сюда может влезть немалая толпа. Но не стоит сразу забивать Гея! помещение. Вы двое идите Почему эта вперед, дверь отключена? А я... В моем Тут немного текущем смотреть. состоянии я сумела восстановить работу лишь части комплекса. Со временем я продолжу. Ясно. За той дверью тропа, ведущая к Песне долины. Значит, я смогу в любой момент отправиться на восток. Верно. Я уже бывала тут внизу. Этим путем мы как раз сюда и попали. Для чего все эти штуки? Этот комплекс был создан для обработки огромных массивов данных о терраформировании. Здесь они должны были храниться. Похоже, тут какой-то склад. Я тут подожду. Вот ты где. Продолжим осмотр.
Дверь не открывается. Похоже, Гея все еще не смогла получить доступ. Ладно, пожалуй, пора поговорить с Геей. Не буду задерживать. Привет, Элой. Привет. Ты как? Готова? Да. Запуск прошел удачно. Тесты показывают, что моя эвристическая матрица работает стабильно. У тебя есть много вопросов. Да. Но основных два. Мы не сможем восстановить биосферу, пока не восстановим тебя. Я искала твои функции на испытательном полигоне Аида, но нашла только Минерву. К счастью, сенсорные возможности этого центра намного шире. Я отыщу остальные. Передаю шаблон запроса. Принимаю. Я не нашла следов Аполлона, Артемиды и Лифии. Они просто исчезли. А что остальные? Эфир, Диметра и Посейдон найдены, досягаемы и доступны. А Гефест? Он тоже обнаружен, но не так, как остальные. Ну, конечно. За годы с подачи сигнала истребления Гефест изменился. Более того, он найден не в одной точке. Он вышел в глобальную сеть, соединяющую котлы по всей планете. И вернуть его будет особенно сложно. Но вернуть его надо, да? Верно. Его возможности необходимы. Без него я смогу только отсрочить вымирание жизни на Земле. Гефест даст надежду на избавление от угрозы. Начнем с него? К сожалению, не выйдет. Внедрение Гефеста станет возможным лишь после значительного расширения моих собственных возможностей. Сначала другие вспомогательные функции, потом Гефест? Именно так. Значит, Эфир, Диметра и Посейдон. Как мне их вернуть? Чтобы получить вспомогательную функцию, ты должна отправиться в путь и найти физический процессор, в который она ушла. А затем, как и в случае с Минервой, ты должна будешь задействовать главный блокиратор для возвращения ее кода в исходное состояние. А как я переправлю их сюда? Вспомогательные функции должны быть загружены на носитель данных, а его нужно будет доставить сюда. На картридж основного ядра? Да. Его вместимость ограничена. Его хватит на одну вспомогательную функцию за раз. Но по всему остальному он подходит. Может, ты прояснишь мне кое-что? Недавно я наткнулась на отряд незнакомцев, хотевших меня убить.
С ними были слуги машины и... клон. Клон Элизабет Собак. Да, эти события записал твой визор. Ты знаешь, кто они? Ответ связан с сигналом истребления. Он пробудил Аида и вызвал самоуничтожение моей предшественницы. Сигнал истребления. Да уж, звучит зловеще. Сигнал поступил не с Земли, Элой. Вычисления довольно сложны, но, судя по данным, его послали с расстояния 80 триллионов километров. Это настолько далеко, что свет шел бы 8,611 тысячных лет. И что там так далеко, и почему оно хочет нас уничтожить? Система Сириуса. Сириуса? Туда дальний зенит послал свой корабль. Одиссею. Да, туда они направлялись. Но он взорвался. Или... Нет. Зачем им скрывать свой успех? Чтобы никто о нем не узнал. Чтобы люди будущего считали, что их не было. Стоп. Те незнакомцы, которые напали на меня на полигоне Аида, с которыми был клон, хочешь сказать, что они потомки дальнего зенита? Да, таков мой вывод. В каком состоянии биосфера? Система терраформирования вообще работает? В целом, система терраформирования не прекращала работу. Но с момента уничтожения моей предшественницы, система была лишена централизованного управления, и ее функции сами определяли свои текущие задачи. В результате накапливались ошибки, и с каждым днем биосфера становилась на шаг ближе к полному уничтожению. В последние месяцы проблемы в биосфере стали очевидными. Но эти показательные признаки являются лишь первыми симптомами процесса полного уничтожения окружающей среды. Земля стоит на пороге биологической катастрофы. И ты не можешь ее предотвратить? Если ты вернешь мне Эфира, Посейдона и Диметру, я смогу произвести корректировку части процессов. Погода улучшится, вода очистится, а вредоносные растения завянут. Но эти улучшения не остановят катастрофу, лишь отсрочат ее. Только с Гефестом я смогу спроектировать и создать новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесенной планете ущерб. Все усилия должны быть направлены на эту цель. Вся суть того сигнала была в уничтожении жизни на Земле. Зачем потомкам дальнего зенита это делать? Пока мы можем только предполагать. Но Земля же им не угрожает. У нас нет технологий, чтобы им противостоять. Мы о них и не знали. Да, Разве что... Они не хотели ни с кем делить планету. Незнакомцы, которых я встретила, искали запасную копию Геи. И если бы они ее нашли, запустили свою Гею и усилили бы ее, чтобы она смогла взять под контроль Гефеста и всю систему терраформирования... тогда да. Эта система сумела бы закончить то, в чем не преуспел сигнал истребления. Убить все живое, а потом создать совершенно новую биосферу. Согласно их пожеланиям. Так они пытались сделать то же, что и мы.
но совсем с другой целью. Истребление. Вместо спасения. Это плохо. Ты сказала, Сириус очень далеко от Земли. 80 триллионов километров. 8,611 тысячных световых лет. Да. Так как их потомки сюда добрались? На космическом судне, похожем на Одиссею, но усовершенствованном. Путешествие с Земли на Сириус заняло у Одиссеи почти 300 лет, а обратно намного быстрее. Если их корабль покинул Сириус в день начала передачи сигнала истребления, они добрались за 29 лет на 30% скорости света. Если же они вылетели, когда узнали о неудаче сигнала истребления, то прилетели быстрее, всего за 13 лет. Это 66% скорости света. Так, хватит. Голова сейчас лопнет. С потомками, которых я встретила на полигоне Аида, был клон. Элизабет Собак. Это подтверждает теорию о том, что им удалось получить технологии нового рассвета. Так? Да. Как показывает твой собственный опыт, клон Элизабет Собек является ключом ко всей системе терраформирования. Но как им удалось создать клон? Одиссея перевозила приблизительно 200 тысяч зигот людей, миллионы зигот животных и миллиарды семян растений. Можно предположить, что генетический материал Элизабет Собек, с ее позволения или нет, был взят ими на борт корабля. Это... Да, но... В смысле... Ее клон... Как она может участвовать в этом? В разрушении мечты Элизабет? В этом зле? Трудно сказать. Возможно, она разделяет цели их сообщества, или она подчиняется им, и у нее нет возможности противиться приказам. Элизабет Собак подчиняется? Это вряд ли. Сигнал истребления не просто пробудил Аида. Он разделил все вспомогательные функции. Зачем? Я и сама хотела бы знать. На данный момент я считаю, что целью был Аид, а остальные функции получили независимость случайно. Значит, сигнал мог послать лишь тот, кто хорошо знал устройство системы, так? Да. Структура сигнала была чрезвычайно четкой и высокоточной. Если бы цель была более безобидной, я бы восхищалась интеллектом его создателя или создателей. Если эти потомки прилетели на Землю на корабле, это значит, что их технологии лучше наших во всех проявлениях, так? Да. Как показало твое столкновение с ними на испытательном полигоне, они обширно задействуют роботов-помощников. Также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера, который оберегает их. Это да. Тот, с кем я сражалась, был непробиваем. История говорит, что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующей. Возможно, мы придумаем, как пробить их щиты. Да, я надеюсь. Или в битвах с ними я еще не скоро начну побеждать. Как ты узнала, что сигнал истребления пришел с Сириуса? Мне подсказали данные из твоего визора. Аид все рассказал Сайленсу. Длительность сигнала составила 17,22 лет. Какой в этом смысл? Ты сказала, что сигнал от Сириуса летел 8,5 лет. Зачем продолжать излучать сигнал, когда он был уже получен, а ты взорвала себя? Отправитель не знал, что это произошло, пока не получил ответ от Аида. А на обратный путь сигнала ушло еще столько же. Верно. Лишь после этого отправитель прервал сигнал. Через 17,22 года. Длительность передачи, деленная на 2, дала мне расстояние. Когда я
Его узнала, осталось лишь просканировать базу звездных данных и найти систему на подходящем расстоянии. Так как дальний зенит улетел на Сириус, это был самый логичный вариант из всех. И сколько у нас осталось? На текущий момент без улучшения ситуации разрушение биосферы станет необратимым примерно через 4 месяца. А если я найду Эфира, Диметру и Посейдона и объединю вас? Мы получим лишь еще несколько месяцев. Ну, каждый день на счету. Те 3 вспомогательные функции, что ты нашла. Что мы о них знаем? Все 3 причастны к проблемам, отравляющим сейчас биосферу. Эфир должен выводить токсины из атмосферы и управлять погодой. Посейдон отвечает за органический и химический состав водоемов. Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Если все 3 вернутся ко мне, они существенно увеличат мои вычислительные способности. Будь осторожна. Их ответы на шаблон запроса были нестандартными. Считай, что они напуганы, потеряны и ничему не верят. Как Минерва? Им нужно слияние. Верно. Пропавшие вспомогательные функции. Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными. Илифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей. Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года по приказу Теда Фару. Опять Фара. Ненавижу этого гада. Можно понять. Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным. Все 3 пропавшие функции уже завершили свою работу. Либо им помешали. Они еще нужны? Да, если это возможно. Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности. К сожалению, я не знаю, где их искать. Они исчезли без следа. Ты сказала, что Гефест поможет тебе спасти жизнь на планете. Как? У каждой функции своя значимость, но Гефест самый значимый из всех. Лишь вернув его, я вновь обрету способность проектировать и производить новые машины в котлах по всей планете. Только с ним я смогу программировать новые машины и менять задачи существующих, чтобы обратить урон, нанесенный планете. Восстановление других функций даст нам отсрочку. Но без Гефеста я не смогу предотвратить вымирание жизни на планете. Если Гефест настолько важен, может, стоит попробовать сперва вернуть его? Боюсь, это просто невозможно. В текущем состоянии, даже объединенная с Минервой, я обладаю лишь 5-й частью сил, 18,8% вычислительной мощности. Гефест мне не по силам. Если предпринять попытку поглощения в таких условиях, Гефест поглотит меня и сделает своей частью. Слияние нельзя проводить, пока его вычислительные мощности превосходят мои. И сколько вспомогательных функций нам потребуется? Слияние с Эфиром, Диметрой и Посейдоном обеспечит мне почти 42% мощности эвристической сети, что превзойдет мощность Гефеста.
Ты сказала, что Гефест находится не в одном месте. Верно. В отличие от других вспомогательных функций, он не привязан к конкретному процессору. Гефест распределен по глобальной сети, соединяющей котлы планеты. И когда мы будем готовы к его поглощению, как мы это сделаем? Я не знаю. Займись пока доступными вспомогательными функциями, а я попробую найти решение. Когда Гефест будет поглощен, ты получишь достаточно мощности для массового производства машин в котлах? Да, и для программирования их алгоритмов поведения, и даже для прямого управления. И ты сможешь построить армию машин? И устранить потомков Дальнего Зенита? Моя основная задача — защитить жизнь на Земле, в первую очередь человечество. Поэтому да, как только я получу силы Гефеста, я смогу спроектировать, построить и возглавить такую армию. Учитывая действия Дальнего Зенита, у меня не будет другого выбора. Но я должна признать, что опасаюсь применять такие технологии для убийства, каким бы агрессивным ни был враг. Хорошо. Значит, у тебя есть совесть? Как и хотела Элизабет. Именно. Если эти потомки прилетели на Землю на корабле, это значит, что их технологии лучше наших во всех проявлениях, так? Да, как показало твое столкновение с ними на испытательном полигоне, они также в энергобарьере. Это да. История говорит, что каждая, к примеру, если бы я никаких... Так надежда есть? Всегда. Мне пора отправляться на поиски вспомогательных функций. Можешь сказать, где они находятся? Когда моя предшественница уничтожила себя, вспомогательные функции подобрали себе процессоры для существования. В каждом случае тебе необходимо будет найти мощный компьютер. Эфир расположен ближе всех, и вернуть его будет проще остальных. Однако, он находится посреди территории Тенакт. Мои знания об этом племени ограничены сведениями из твоего визора. Но очевидно, что они проявляют стремление к насилию. Это еще мягко сказано. А где Посейдон и Диметра? Посейдон нашел убежище в пустыне южнее этих земель. В моем географическом архиве сказано, что там находилось крупное поселение эпохи Предтеч под названием Лас-Вегас. Руины посреди пустыни. Странно, он же должен был заниматься водой. Согласна. А Диметра? Она расположилась на побережье на Дальнем Западе. К сожалению, у меня отсутствуют актуальные сведения об этом регионе, поэтому вернуть ее будет сложнее всего. Ясно. Мне нужны 3 вспомогательные функции. Эфир где-то на землях Тенакт, Посейдон в пустыне, а Диметра на побережье. С какой ты начнешь? Я пойду за эфиром. Тогда я сделаю эфира целью в твоем визоре. Если вернешь его, я смогу избавить этот регион от самых жестоких бурь. Но мне все равно понадобится Гефест и его контроль над машинами, чтобы навсегда стабилизировать биосферу. Если ты решишь иначе, ты можешь изменить цель через интерфейс визора в любое время. Также я передам тебе для изучения выжимку доступных данных обо всех вспомогательных функциях. Могу ли я еще чем-то помочь тебе? Перед тобой стоит серьезная задача. Это уж точно. Что-то случилось? Я не знаю, просто... Элизабет установила такую планку. Она хотела, чтобы ты хранила жизнь на Земле.
Но все пошло не по плану, а теперь мне все исправлять. Думаешь, я справлюсь? С починкой системы, с дальним зенитом. Буду достойна ее? Несомненно. В последнем сообщении моя предшественница выразила глубокое убеждение в твоем успехе. Для тебя нет ничего невозможного. Ты сумела уничтожить Аида и перезагрузить мое ядро. Справишься и с этим. Спасибо, Гея. Ладно, мне, пожалуй, пора. Я открыла выходы с объекта. Один ведет прямо на запад. Другой — обратно в горы Песни Долины, если решишь вернуться на восток. Варл? Никак не могу привыкнуть. Это ты, Элой? Да. Гея открыла выходы из этого места. Вы встретите меня у западного? Уже идем. Гея? Что это? Пульт управления, обеспечиваемый дронами системы визуализации. Я передам информацию на твой визор. Значит, циклоп — это сеть дронов, следящих за ухудшением состояния биосферы. Данные должны были передаваться в купол, но дроны больше не подключены. Часть из них уже можно подключить. Но, похоже, есть и другие. Посмотрим, что тут у нас. Хороший выбор. Ладно. Мне нужно отнести эфира к Гее. Варл и Зо ждут меня у западного выхода. Но сначала можно сходить на восток. Узнать, как Песня Долины справилась с нападением. Или можно еще тут побродить. Уверена? Да, так будет намного лучше. Я следом, Элой. Мне нужно дальше, на запад. Чтобы добыть компоненты Геи. Сделать ее сильнее. А вы двое оставайтесь здесь. Гея введет вас в курс дел. Я не пытаюсь от вас избавиться. Считайте это обучением. Пожалуй, я вернусь на восток за Эрендом. Приведу его. Тебе нужны союзники, друзья. Теперь у нас есть свой лагерь. И, как ты и сказала, Гея обучит нас всему. Хорошо? Ладно. Тогда возьми. Один носить, второй про запасы. По пути зайди в каменное эхо, найди Милу. Пусть скажет Талане, что я нашла путь через горы. Сделаю. А ты пойдешь с ним? Нет. После всего, что случилось в пещере, я хочу побыть тут. Я многое должна понять. Может, когда ты вернешься, уже я смогу тебя чему-то научить.
Жду не дождусь. А когда ты вернешься? Я пока не знаю. Но надеюсь, что вернусь с тем, что нужно для Гея. Будь осторожна. Даже до Песни долины дошли слухи, что земли Тенакт раздирают бури, машины, а теперь и Регала. Не беспокойтесь обо мне. Выживу. Хорошей охоты, Элой. Земли кланов Тенакт. Где-то там нас ждут 3 вспомогательные функции Геи. И кто знает, что еще. Снег приглушает все звуки.